Наверняка вам попадались подобные ролики, согласитесь, красиво. Сегодня хочу поговорить с вами об анимациях, как сделать их плавными и добавить небольшого прикола. Так что сейчас разберем графики, нули и экспрессионы, а также расскажу про пару плагинов и скриптов, которые помогут сэкономить ваши драгоценные секунды. Нажали на часики, появился ключ. Переместились, подвигали, появился второй. Создалась линейная анимация. Выделяем оба ключа и жмем F9, чтобы применить дефолтный Easy Ease. Чтобы открыть редактор графиков, тыкаем вот сюда. И если ваш график выглядит иначе, смело жмите вот на эту кнопку. Его разберем как-нибудь в другой раз, а пока поговорим про SpeedGraph. SpeedGraph отображает график скорости анимации. Управление несложное, просто тянете усики влево или вправо. В пиковой точке графика наша анимация набирает максимальную скорость. И если сделать график достаточно резким, а в этой точке сделать смену кадра, то она будет практически незаметна. Особенно если вы шлифанете ее каким-нибудь эффектом. По этому принципу как раз работают подобные переходы. И в работе с графиками вам поможет плагин Motion Studio, который я использую буквально в каждой работе. У него куча возможностей, но пока расскажу про самое главное. На первом экране сразу есть окно для редактирования графиков. Достаточно просто выделить ключи и двигать эту кривую. По центру есть зона, в которой она остается симметричной. Либо можете перейти на третью вкладку. Здесь в целом все то же самое, но можно изменить тип графика и сверху сразу видеть, как будет выглядеть анимация. Нули. Благодаря ним можно делать плавные переходы между несколькими анимациями. Значит, смотрите, жмем Ctrl-Alt-Shift-Y и создается нуль. Центрируем его, затем привязываем к нему объект и анимируем нуль. Потом создаем еще один, к нему привязываем предыдущий и продолжаем анимацию. Может прозвучать сложно, но суть в том, что нули как бы складываются в своеобразную цепочку. Чтобы одна анимация плавно переходила в другую, ключи должны наслаиваться друг на друга. Это самое важное. Как раз таким образом делается плавная анимация 3D камеры. И с нулями нам также может помочь плагин Motion Studio, а конкретно функция Null. Ею я пользуюсь постоянно, поэтому добавил сразу на главный экран. Она очень простая, выделяете объект, нажимаете кнопку и создается нуль, который расположен по центру объекта, а сам объект к нему автоматически привязывается. Это сразу страхует нас от возможности разместить нуль где-то не там, что может повлечь проблемы, если вы, например, анимируете вращение. Овершут покажу на примере. Вот стандартное появление по скейлу, а вот с овершутом. Суть в том, что объект по инерции пролетает целевую точку, а затем плавно возвращается назад. И таких скачков может быть сколь угодно. Чтобы добиться такого эффекта, есть целых два способа. Первый — сделать вручную, чем вы, очевидно, не хотите заниматься. Поэтому сразу ко второму. Ставим ключи, важно оставить их линейными, чтобы анимация не сломалась. Зажимаем Alt, кликаем по секундомеру и вставляем код. Получилась вот такая анимация. Этот экспрессион, а также плагины и скрипты вы можете найти у меня в телеграм-канале. Также в самом начале экспрессиона есть вот эти два параметра. Первый — это частота. Увеличиваешь значение, растет количество колебаний. Второй — затухание. Чем оно выше, тем быстрее анимация приходит в покой. Ну и, конечно, для этого тоже есть скрипт. Называется Overact. Среди тех, что я находил, он понравился мне больше всех. Выделяете параметр и жмете первую кнопку. На слое появляется контроллер, в котором вы можете настроить анимацию. Параметров очень много, количество скачков, длительность, амплитуда и так далее. Так что я рекомендую вам самим потыкаться в нем и подобрать настройки, которые вам будут нравиться. Это все, чем я хотел с вами сегодня поделиться. Пишите, про что еще хотели бы узнать. Пока.